выдалась свободная минутка. Я решил прогуляться до ближайшего пляжа. Карта показывает дорогу вокруг замка, но тем не менее она идет как бы рядом со всей этой красотой. Лесенки такие под старину и пальмочки. И все зелененькое, красивое, какие-то детские площадочки по дороге. И все прям. Дорога идет вокруг замка. Конечно, все так зелененько, насажено. Пользуется травка зелененькая, все поливается. Цветочки такие. Ну и вот тут как бы на скале прям фактически стоит замок. Очень все это антично. Красиво. Дорога идет мимо, не вверх. Прикольно. Я думал, придется подниматься в гору сильно, но чуть-чуть подъем был. Ну такой совсем маленький. И получается, что здесь дорога идет через туннель. Прямо около тоннеля. Фактически всеченный в дом. Люди живут. Змея. Вот такая. Змеища. Очень здорово. А на выходе, не пойму, кто это нарисовал, птица. А, я думал, это какая-то страшная, это лис. Вот он, туннель кончается, и я вышел на другой стороне горы. Очень прикольно. Ну вот не прошло буквально там, не знаю, меньше 10 минут, 5 минут. Я уже в другой стороне. Помню, как я поднимался там в гору. Как бы нифига не короче, надо вверх-вниз. Вниз идти немножко легче, но тоже не побежишь по ступенькам. А вверх не очень легко, поэтому через туннель дорожка чуть кругаля, но такая, тут уже какие-то дебри, какие-то домишки такие, заброшенные фундаменты, цветуечки везде красивые, кактусы цветущие, тоже красота, такие они как весна. Вот они здесь набухшие, а там уже видно цветочек. Очень прикольно. Ну, кстати, здесь и на машине можно проехать. И через туннель, и вот сюда, к берегу. Тут есть подъезд. Слышите, укает, горлица. Практически как где-то в Ейске. Пейзаж не похож немножко. Вот, кактусы. И вот уже пляжная зона, такой микропляж. А здесь такой отельчик, что-то типа такого. И у них там нарисован бассейн на карте. Я туда не заглядываю через забор выше. Но он там есть. Вот, а здесь опять же описаны кактусы, папайевые листья. Вижу, молодая папайя растет еще не такая маленькая деревца. Но будет скоро. Ну это вот какие-то были фазенды или что-то, короче, заброшенные. Ну тоже тут бывает, что земля кто-то захватил, не оформил. Ну и потом, видно, не стали пользоваться. Бросили, типа не положено. Вот сюда можно подъехать, вон даже места есть. Это вот этот пляж, он находится буквально в 15-13 минутах пешком от нашего офиса. Конечно, трудно его назвать пляжем, но такой микропляжик. Сейчас мы посмотрим, что он из себя представляет. И там можно по берегу, я вижу, люди ходят. Там туда за угол, там тоже какой-то пляж. Он может быть более каменистый. Ну, короче, вот иду посмотреть. Красиво все. Вот волн больших нету, но все равно заход по камням. Там какая-то есть лестница. По карте где-то здесь был сбоку такой небольшой песчаный пляж. Я думаю, попробую дойти до него. Ну и тут вот в камнях, там народ прям там где-то купается, там можно по камням слезть. Здесь такие вот заросли с той стороны как раз замка. Из них можно подняться наверх к замку и выйти с той стороны. Ну будет, наверное, в то же время, может чуть больше. Пойду посмотрю, что там с той стороны, за колючками. Ну вот здесь микропляж. Девчонки туда пошли, парень там сидит, курит. Тут какой-то навес страшненький, люди прям по нему ходят. И вот здесь можно относительно зайти в воду без каких-либо камней. Просто вон там голыми дети купаются.
А вон там корабль идет в сторону Форментеры. Прикольно. Но мне интересно посмотреть, что с той стороны. Может быть, там еще что-то есть. Тут виллы прям с выходом на эти камни. Интересный, конечно, выход на улицу. Ну, тут заросли. Вот тоже вверх идут к какому-то дому. Ну, блин. Скользко немножко. Скользят-то. Здесь везде камни. Зато какие кактусы. Вот. Привет любителям кактусов. Вот здесь уже сплошные камни. Выхода в воду практически нету. Но вот мне интересно, вон там где-то есть дорожка, наверное. Там такой интересный пляж. Где-то люди как-то на него выходят. Придется идти через кусты. Вот такие не сильно колючие. Вот кактусы желтые. А, ну да, какая-то дорожка есть. Тут немножко царапается. А вот красная. Красота. Дебри. Люблю я дебры. Дебора Морган. Открывается тоже шикарный вид на лагуну. Вода такая прозрачная. Интересно, вот до того пляж добраться. Хотя, конечно, пофиг. Но займет еще минут 10 вот где-то тут карабкаться по каким-то склонам. А там вон уже пляжи такие городские, уже у нас уже планируются. И там уже яхты стоят. Такая вот красота. Но других вариантов нет. Я вижу, что здесь такая лесенка, тут надо карабкаться. И дорога идет вот тут как-то там, по этим вот колючкам за колючкам. Я не знаю, какие еще варианты есть. Просто они вот по этой дорожке умудряются. Ну, вот я не вижу даже прохода. Интересно. Красивая лагунка, но недоступна. Пожалуй, наверное, вернусь там попроще. Море везде одинаково красиво. Пусть превысило, я как бы налегке бы легко залез, я просто куртку, там всякая акваланг и так далее. Маленький. Путешествие не налегке. Ну, мне кажется, можно по этой дорожке спуститься, и там под берегом будет еще тропа. Ну, прикольно. Я люблю такие. Тут буквально от офиса, вот, ну, может, уже 20 минут с учетом буераков. В общем, пешей доступности. Пам-пам-пам. Там по невиданным дорожкам. Да, вот она идет тут тропа. Я по таким ходил уже на разных странах. Красота. Даже здесь уже вон пещера. Такая прозрачная вода. Живопись. И дорожка, походу, надо идти по воде. Разуваться по тем камням, потому что, ну, нету там больше вариантов. Это секретный, он кто-то туда идет. Я, наверное, так же пойду. У меня есть тапочки специальные, отдельные по камням. И пойду я вон по той мокрой дорожке. Что делать? Уже почти дошел. Ну что, я одел волшебные тапки Аладдина. Они случайно совпали с цветом моих шорт. Ну, не случайно. Короче, вот я слезаю сюда и иду по воде. Вода, ну, такая не горячая, но не холодная. Мокрая зона. А здесь уже все. Волшебные тапки помогли легко преодолеть без проблем. Пошел дальше. Ну, короче, чтобы кайфануть на Ибице, не обязательно куда-то далеко ехать на Форментеру, буквально 15 минут от центра Токиса. Я в такой замечательной лагунке. Купаются люди, загорают, я не буду всех показывать, неудобно. Но замечательно, сейчас пойду я тоже нырять. Короче, я пошел в эту красоту нырять. Вот это все соленые, ребят, чего? Пошейком сильно соленые. Какой вид. Красота.
Ну что, попробуйте испытать тему. Маска потек, сняли. Не нравится. Попробуй, говорят, неудобный загубник. Ну да, вниз этой штукой. Работает загубник не очень удобный, такой маленький, скажем так, приходится зубами придерживать. Но я вот сейчас плыл минимум минуту, пришел под водой, чем работает вот этот маленький холланд, вполне себе работает. Можно погрузиться там на несколько минут, что-то поделать. Все, попробую еще. Сильно глубоко не буду. Да я без груза всплываю быстро. Приходится лодка быстрее работать. Вот такие каяка-дайверы. Офигенно искупался. Проверил девайс, мне все понравилось. Ну, загубник не идеальный, но вот сейчас обратно пробираюсь через... Да, камни немножко скользкие, главное не на ноге. Ничего страшного, но не хочется мочить там тапочки сухие в рюкзаке, полотенце. Иду карабкаться обратно, потерялся. Здесь дорожка такая, она куда-то петляет и туда в расщелину идет. Ну, вот еще один взгляд на лагунку, волшебно. Домой ветер катается. Главное здесь не на Е при залезании. Будем пробовать. Все, обратно. Кактус, в принципе, там дорожка какая-то есть. Обходная. Ну, мы пойдем там, где уже шли. Так уже не по берегу, а вот по ступенькам, туда как ступеньки есть. Тут дома с видом на море, но без пляжа, к сожалению. Это моя любовь. Ой, здесь такие пухи растут. Ну и да, прикольно. Среди пухи. Дорога обратно идет через этот живописный сквер, который рядом с офисом, буквально 20 метров. Я стою вот посреди сквера этого красивейшего дерева. Повернуть налево, и я на месте. Sephora Playa.